Всем привет! А сегодня я буду строить вот такую рабочую лошадку. Эта машина настоящий спасатель любых дачников, так как часто именно на таких маленьких зилках привозят людям дрова, землю, песок на строительные площадки. И как раз настоящий незаменимый рабочий конь в руках маленького предпринимателя. И надеюсь, у меня он получится очень хорошо. И мне хочется немножко посмотреть на коробочку, потому что здесь довольно интересный шуточный арт, где в кабине, точнее в кузове зилка едет клоун Куклачев со своими артистами-кошками. Это, наверное, единственный дрессировщик кошек, которого я знаю. Он почему-то в какой-то робе работает на заводе, видимо, каком-то бетонном. Или что это за карьер, наверное. Какое-то непонятное строительное сооружение на заднем плане. И кошечка, например, вот здесь вот идет, охотится на парочку голубей, сбежавший такой артист. Не знаю, что значит вот эти цифры, но может быть здесь что-то зашифровано. МЗУ, не знаю. Вот. А на обратной стороне есть арты, которые изображают этот же ЗИЛ, только в других исполнениях. И вот, например, здесь такой же самосвал, только на базе другого ЗИЛка 130-го, также мусоровоз. И эту модель я собирала на заре своей блогерской карьеры. Но, к сожалению, это видео я не выложила, потому что толком не засняла. И мне, на самом деле, довольно жалко эту модель, потому что она ушла в частные руки. Также я собирала вот этот осенизатор. И интересно, что шортс, который я создала на базе основного видео, этот шортс залетел на больше, чем 1 миллион просмотров. Это, наверное, единственный миллионник на моем канале. Так что мне бы хотелось попробовать еще собрать вот такую ремонтную машину. Давайте собирать. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Сборка не вызвала у меня больших сложностей, и вообще я очень рекомендую модели этой линейки для постройки новичкам. Тут немного деталей, и все соединения логичны и просты. Семейство дизельных капотных грузовиков на Московском автомобильном заводе имени Лихачева ЗИЛ спроектировали в первой половине 70-х годов прошлого века, а потом последовал долгий этап подготовки как самого автомобиля, так и его дизельного двигателя. Теперь я грунтую модель аэрозольным грунтом, и обратите внимание, что я настроила борта самосвала при помощи досок. И, в принципе, так и делают настоящие водители. Только в своей модели я использовала палочки от мороженого в качестве дерева, а по размерам и масштабам доски получились вполне себе правдоподобными. А цвет у меня будет классический. И, кстати, в журнальной серии «Наши грузовики» выходил выпуск про этот самосвал. И там были схемы окраски. И голубая кабина с белым носом и серым кузовом там была названа самой распространенной. И еще несколько лет ушло на реконструкцию главного завода и создание новых производств на предприятиях-спутниках. В общем, процесс создания и запуска в производство новой модели ЗИЛ-4331 неоправданно затянулся. А фактически серийные грузовички этой модели стали регулярно сходить со сборочного конвейера только на излете перестройки, когда уже наметился общий спад производства. Вместе с базовой моделью постоянно откладывался и выпуск самосвала, традиционным производителем которых на шасси ЗИЛ являлся Мытищинский машиностроительный завод. А после нанесения основного слоя на кабину я немножко высветлю ее, добавив в базу немного белого. Тут я использую краски от Мачете. А пока опытные образцы ЗИЛ ММЗ-4508 в 1990 году проходили приемочные испытания, на Московском автозаводе ЗИЛ додумались создать симбиоз старого шасси ЗИЛ-130 с бензиновым двигателем ЗИЛ-508-10 и просторной кабиной типа ЗИЛ-4331. Такая машина называется ЗИЛ-4333, и, собственно, именно над этой моделью я прямо сейчас и работаю. А кузов я окрашу в серый цвет, и сделаю я это в 2 этапа. Вначале я нанесу черный цвет на нижней части детали, а потом буду постепенно добавлять в черный серый, и таким образом я сделаю кузов более интересным для взора.
Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. И эта машина фактически является всем привычной 130-кой с точки зрения ремонта и обслуживания, но сильно прибавила в комфорте и современности за счет установки новой кабины. Прямо скажем, новые дизельные грузовички ZIL 4331 не всем пришлись по душе, и в основном из-за малого знакомства с эксплуатацией дизеля, производство которого завод толком так и не смог освоить. Отсюда и проблемы с качеством и со снабжением запасными частями. И лучше старый, но проверенный временем бензиновый мотор, чем современный, но ненадежный дизель. И, естественно, грузовик ZIL 4333 тут же был использован под установку самосвальных настроек. В самосвальном варианте шасси получило наименование ZIL 494560, а полностью законченный самосвал ZIL MMZ 45085. А с момента своего появления ZIL MMZ 45085 стал быстро вытеснять с производства базовую дизельную модель ZIL 4508, и вскоре за ним осталось безоговорочное преимущество. И, возможно, именно поэтому самосвал ZIL 4508 с дизельным мотором ZIL 645 вскоре отошел в историю. А ручные работы тут стандартные. Мне надо окрасить фурнитуру кабины и эмблему ZIL. Также я окрашу доски в деревянный цвет, и тут мне отлично пригодились акриловые краски от ACM. Однако существовала и другая дизельная модификация ZIL MMZ 45083, выполненная на шасси ZIL 49450A с дизельным двигателем мощностью в 136 лошадиных сил, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздухом. Минский дизель, несмотря на свое тракторное происхождение, оказался более востребованным потребителем, так как его конструкция была всем хорошо знакома. Этот дизель устанавливали и на тракторы Беларусь МТЗ-80 и МТЗ-82, и проблем с его ремонтом и обслуживанием ни у кого не возникало. Такие колхозные зилки обычно нещадно эксплуатировались в течение долгого времени, и поэтому мне надо изобразить следы эксплуатации в виде сколов краски. А самосвалы с минским дизелем получили распространение уже под занавес производства на Мытищинском машиностроительном заводе в начале 2000-х годов. Тогда машины с прожорливым бензиновым мотором стали считаться архаичными, а эксплуатация дизельных грузовиков обходилась автохозяйством значительно дешевле бензиновых. Окрашу теперь шансовый инструмент, тут он представлен в виде лопаты. А в середине 90-х, когда все стали ориентироваться на выгоду, самосвал ZIL MMZ 4508 многим показался неэффективным. Ведь такая большая машина, а кузов маленький. И действительно, ведь в советское время, когда создавали самосвал, объем кузова рассчитывался по самым плотным и тяжелым грузам, чтобы исключить перегрузку машины. И таким был, например, сырой песок. А в некоторых случаях плотность мокрого песка достигала и 2000 кг на метр кубический. Это значит, что при грузоподъемности самосвала в 6 тонн объем его кузова не должен сильно превышать 3 кубических метров. Исходя из этого, кузов ZIL MMZ 4508 в первоначальном варианте имел объем всего лишь 3,8 кубических метра. И новенькую мытищинскую машину на автобазах приходилось сразу же уродовать самодельными наставными бортами, что я и сделала на этой модели, чтобы объем кузова самосвала, занятого, например, в коммунальном хозяйстве, стал побольше. А обычно у повидавшего вида грузовичка, особенно самосвала, бывает ржавый кузов. Это я изображу при помощи рыжей краски. Простой кистью я покрашу нужные места. Масляными точками я нарисую следы дождя и осадков на кабине. Ну а после этой манипуляции недостаточной начинала выглядеть и грузоподъемность, так как в большой кузов можно было загрузить много, но тогда уже и не выдерживало шасси. А в 1995 году в Мытищах пришлось создавать более эффективный вариант самосвала ZIL MMZ 450803 с большим объемом кузова и увеличенной до 7,5 тонн грузоподъемностью. А в основе автомобиля лежало шасси ZIL 59450А с дизелем ZIL 6454. Внешне эти шасси мало чем отличаются от ZIL 4945, однако его допустимая полная масса составляла 14 тонн, и этого удавалось добиться за счет установки нового заднего моста с усиленной балкой. И на кузове будет немножко интересней. Я жидкой масляной краской нарисую старую грязь,
а может быть даже и плесень на досках. И также у меня недавно открылся клуб моделизма, и в клубе вы получите оперативную помощь в деталях моделизма от меня, помощь в выборе моделей и красок, помощь в подборе инструмента, исходя из вашего бюджета, моя оценка вашей работы с рекомендациями по улучшению. А почему именно я и мой клуб? Я занимаюсь моделизмом более 10 лет, и за свою карьеру я сделала более 500 моделей, причем в абсолютно разных тематиках, от бронетехники в 72 масштабе до огромных вертолетов в 48 масштабе. Работала над моделями от разных фирм, от популярной звезды и суперкачественных Менко-Таком до экзотичных моделей от мелких мастерских, выполненных в смоле или же 3D-печати. И благодаря блогу о моделизме у меня огромный опыт в применении разной химии, от продукции ведущих испанских и японских фирм до отечественного хардкора типа Акан. Я знаю о моделизме все и почти все. За 799 рублей в месяц ты получишь чат со мной, где я оперативно отвечаю на вопросы о моделизме, мои подсказки и консультации, чат с единомышленниками без фриков и случайных людей, участие в рубрике «Я у Даши моделист» вне очереди. И да, рубрика, наверное, возвращается. И ранний доступ к моей Академии моделизма в разработке. Ссылка в описании к видео. Поработаю над остеклением. Мне надо нарисовать резиновые уплотнители, и здесь я использую акриловые краски ICM. А красками по стеклу я окрашу фонари. Переведу декали с номерами. И, кстати, угадайте, что за регион тут зашифрован. И пигментами я покрою грузовичок пылью. И вот такая модель у меня получилась. У него нарощенные борта, так как это делают часто владельцы этих автомобилей. И выглядит он вполне рабочим и уставшим, так как в настоящее время таким машинам лет по 20. И надеюсь, это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки, и вы построите какой-нибудь свой грузовичок. До новых встреч. Пока-пока.